Сяо Янь имеет все необходимые ингредиенты для создания тела Яо Лао. Пилюля 8-го ранга, скелет почтенного воина и эссенцию небесного феникса. А в древних руинах он нашел еще более ценный артефакт – руку скелета уровня святого. Отдельные кости этого скелета содержали сущность святого эксперта, что обладал наивысшей силой на континенте. Итак, раз все было готово, Сяо Янь приступил к этому сложному процессу – создания физического тела учителя. Интересно, какого уровня достигнет Яо Лао и вернет ли он свои силы пика 9-й звезды почтенного воина? Сяо Янь стоял прямо перед скелетом почтенного воина 4 звезд. Почтенный Фэн, в свою очередь, отвечал за то, чтобы никто не посмел вмешиваться, обеспечив надежную охрану. Сяо Янь успокоил свой разум, глубоко вздохнул, а затем направил пилюлю 8-го ранга к Яо Лао. Учитель прекрасно знал все предстоящие шаги, поэтому совершенно не колеблясь взял пилюлю. Далее Сяо Янь схватил нить души Яо Лао и расплющил ее о грудь скелета, через силу заставляя эту нить поглотиться трупом давно умершего эксперта. Сперва Сяо Янь должен был подготовить тело, только потом учитель войдет в него и совершит слияние. На этот раз парень подготовил ингредиенты высшего качества для создания тела Яо Лао, поэтому сложность всего процесса намного превзойдет ту степень, когда он помогал почтенному Тяньхо. Капелька крови коснулась скелета. Серый цвет трупа в мгновение ока приобрел красно-зеленые тона. От самого скелета начали излучаться энергетические колебания. Коричневое пламя явилось в свет, окутав скелет полностью. Эссенция крови небесного феникса чрезвычайно властная, кроме того, слить ее крайне сложно. Поэтому Сяо Янь воспользовался небесным пламенем, чтобы влить ее в кости скелета. Только тогда скелет сможет поглотить всю ту страшную энергию внутри капелек крови. Кости засверкали. Процесс горения и очищения занял довольно много времени, и все прошло успешно. Яо Лао был очень доволен мастерством Сяо Яня, которое уже практически не уступало умениям учителя. Далее Сяо Янь неожиданно взял правую руку скелета эксперта уровня святого, добытую из древних руин, а затем прилепил ее к правому плечу скелета, предназначенного Яо Лао. «Рука святого?» Яо Лао был поражен. Он увидел белую нефритовую костяную руку. Твердость скелета святого Сяо Янь испытал на себе. Эффект будет потрясающим, если новое тело сольется с ним и дух учителя проникнет в скелет, то и рука будет принадлежать ему. Наступил следующий шаг. Яо Лао вытащил кровавую пилюлю развития костей и поглотил ее. В следующее мгновение его духовное тело полностью исчезло, превратившись в сгусток света и направившись к скелету. Скелет сильно затрясся, когда душа Яо Лао проникла в него. Ужасающая, загадочная энергия вырвалась из скелета. Под влиянием той энергии кости скелета начали обрастать плотью. Такое чудо могло произойти исключительно благодаря кровавой пилюле развития костей. Коричневое пламя окутало скелет, подвергая очередному процессу слияния. Прошло не так много времени, но перед Сяо Янем вскоре предстали очертания человеческого тела. Сформировался кожный покров над мышцами и внутренними органами. Для почтенного Яо Тяньхо все было иначе, поскольку тогда не создавалось тело с нуля, а использовалось полноценное тело Юньшаня. После зарождения плоти скелет приобрел завершенную форму человека. Теперь осталось дождаться, когда Яо Лао полностью сольется с новым телом. И тогда почтенный Яо Чэнь, имя которого гремело по всему континенту, сможет снова возродиться. Сяо Янь сделал все необходимое со своей стороны. Дальше все зависит от Яо Лао. Башня вновь погрузилась в тишину. Слышался лишь постоянный ритм горения пламени. И в это время на павильон падающей звезды напал зал душ. Они и вправду намерены омыть павильон в крови, как напоминание другим, поскольку прислали столько сильнейших экспертов. Здесь был и старый призрак Джайсин, и 2 других Тяньцзунов, и еще 7 других почтенных воинов и огромное число предков. Почтенный Фэн, Сяо Исянь и все остальные уже готовились к битве. Сяо Янь и Яо Лао уже полмесяца были в башне.
Никто не знал, что с ними происходит. Первым вышел Сяо Янь, но учитель все еще не завершил слияние. Началось яростное сражение. Белый Тяньцзун начал атаку, Сяо Янь и Джай Син уже вовсю яростно боролись. Ужасающие колебания Доу Ци разносились по сторонам. Почтенный Фэн, Сяо Исянь и остальные эксперты уже присоединились к битве. Зал душ на этот раз привел целый ряд могучих мастеров. А в это время палец учителя, что находился на каменной платформе, дрогнул. В тот же самый момент пространство посреди каменной башни содрогнулось и взорвалось, распадаясь на множество мелких осколков. Яо Лао возродился и сразу же появился посреди поля боя. Яо Чэнь, твое тело! Так ты сумел восстановить свои силы! Девятый Тяньцзун сразу заметил, что больше он не выглядел иллюзорно. Теперь перед ним стоял Яо Лао воплоти. Кроме того, больше всего его напугала страшная аура, исходящая от тела Яо Чэня. Он оказался настолько сильный, что даже у него вызывала дрожь. «Учитель, вы проснулись!» Увидев Яо Лао, Сяо Янь не смог сдержать радости. Яо Лао улыбнулся парнишке, а затем ответил: «Мальчик, ты первым делом должен помочь остальным, а этого оставь мне». Учитывая свое выдающееся духовное сознание, естественно, Сяо Янь отметил страшный уровень ауры Яо Лао. С подобной силой ни девятый Тяньцзун, ни Джай Син не смогли бы сравниться. Можно сказать, что его аура соответствовала самому сильному эксперту, которого Сяо Янь когда-либо встречал. Только представьте, мы увидим битву Яо Лао, почтенного воина 9 звезд, с его полной силой в физическом теле, без каких-либо ограничений. Но разве он смог вернуть все свои силы, получив новое тело? Ведь почтенный Тяньхо с созданным телом далеко не дотянул до своей силы при жизни. Но в случае Яо Лао все иначе. Он не только достиг прежнего уровня сил почтенного воина на пике 9 звезды, но и стал еще сильнее. Вся гора погрузилась в смертельную тишину. Оба Тяньцзуна зала душ побледнели, так как их объединенную атаку попросту разрушил Яо Чэнь. Следом его спокойный голос разнесся по всему небу. «Сейчас я и вправду не способен продемонстрировать свою полную силу, однако ее более чем достаточно, чтобы совладать с вами обоими. Причина же... Теперь я не высший эксперт класса почтенного воина. Теперь я мнимый святой». Мнимый святой. Два простых слова громом поразили обоих Тяньцзунов. Доу Ци просто отказалась циркулировать в их телах. Они раскрыли рты от шока, глядя на старика, который остановил их атаку простым взмахом руки. Мнимый святой или полусвятой также в оригинале звучит как Баньшен, стадия, что идет следующей после почтенного воина. Может, многие люди и не знакомы с данным титулом, но Тяньцзуны очень даже. Все потому, что данный уровень считается проклятой бездной для многих экспертов высшей ступени силы почтенного воина. Большинство экспертов подобного ранга застревали перед гранью уровня мнимого святого. Как бы они ни тренировались, но достигнуть ступени мнимого святого так и не смогли. Только достигнув стадии мнимого святого, практик получает возможность достигнуть уровня святого. Стоит сказать, что достижение стадии мнимого святого закладывает настоящую основу для прорыва на уровень святого. Если практик не способен прорваться на стадию мнимого святого, то может даже и не думать о более высоких уровнях. Представьте, Яо Чэнь после получения физического тела стал настоящим экспертом уровня мнимого святого. Что тут говорить, это куда сильнее почтенного воина на пике. Но почему так получилось, что Яо Чэнь не только вернул свои прежние силы, но и даже совершил прорыв в следующий класс? Много фактов. Поговорим об этом в дальнейших видео. А пока этот факт силы Яо Лао просто поражает. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ожидали ли вы такой мощи учителя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!